Еще раз здравствуйте. В студии Вестника Кавказа по-прежнему Гия Саралидзе. Мы говорим о самых главных и интересных событиях в мире футбола. Продолжаем говорить об отборочных матчах чемпионата мира 2014 года. Про сборную России, Португалию, Азербайджан мы уже поговорили. Сейчас давайте поговорим о других интересных матчах, которые хотелось бы выделить. В частности, игра сборной Армении. После довольно удачного цикла европейского прошлого, где сборная Армении показала, что она такая стала молодая, довольно сбалансированная и умеющая играть в атаке такая команда. От нее многого ждали в этом отборочном цикле, но пока что-то не заладилось у сборной Армении. Проиграли они болгарам, сейчас встречались с итальянской сборной на своем поле и проиграли 1-3. И сказать, что Италия одержала там легкую победу, этого, конечно, не скажешь. Во-первых, первый тайм закончился в ничью 1-1. При том, что итальянцы открыли счет. Пирло с пенальти открыл счет, забил первый гол, но Мхитарян уже в первом же тайме великолепным абсолютно ударом красивый очень гол забил, сравнял счет 1-1. И, наверное, болельщики сборной Армении ждали, что во втором тайме сможет их сборная навязать борьбу итальянцам. Так и было. Был очень хороший момент, пару даже моментов у сборной Армении. Они этим не воспользовались. Ну а вот итальянцы, конечно, все-таки проявили свой более высокий класс и, наверное, опыт сказался и уверенность в себе. Два мяча сумели забить итальянцы вот именно в те так нужные моменты и в итоге одержали победу, которая позволила им остаться на первой строчке турнирной таблицы. У сборной Армении, конечно, после поражений, которые она потерпела, ситуация в турнирной таблице складывается не очень хорошо. В другой группе другая кавказская команда, сборная Грузии, играла на выезде с финнами. И надо сказать, что сборная Грузии довольно здорово стартовала в этом отборочном цикле. Сумели они обыграть на своем поле белорусов, очень крепкую команду, с которой приходится возиться и той же Франции в свое время, которая потерпела поражение от белорусов. Правда, вот сейчас испанцы показали, что, конечно, сборная Беларуси, конечно, и крепкий орешек, но все-таки испанцы есть испанцы. Обыграли они сборную Беларуси с крупным счетом. Но что касается грузинской сборной, то вполне могла она набрать столько же очков, сколько сейчас у испанцев и у французов, но повела в счете во втором тайме. Кашия забил гол головой, открыл счет в этом матче. Через 3 минуты у финнов удалили игрока, они остались в десятером, и казалось, вот здесь, конечно, сборной Грузии надо бы мобилизоваться и довести уже дело до победы, но очень быстро пропустили они ответный гол, и затем такая игра пошла открытая, но при том, что финны играли в десятером, у них все тоже были моменты для того, чтобы забить. Ни одна из сборных не хотела ничейного результата, все хотели набрать 3 очка. Понятно, что сборная Грузии, играя в большинстве, хотела добиться максимального результата. Финны, в свою очередь, считали, что они классом выше сборная и тоже хотели победить. В итоге вот такая на встречных курсах игра была, и могли победить и те, и другие, но в результате вот ничейный результат 1-1, и скорее две сборных потеряли по 2 очка, нежели приобрели, если говорить о турнирной стратегии. С другой стороны, наверное, борьба скорее здесь все-таки идет за 3-е место в турнирной таблице, если уж говорить о каких-то турнирных перспективах этих сборных, потому что слабо верится в то, что сумеют они навязать действительно серьезную борьбу испанцам и французам, которые в этой группе еще играют. Уж слишком сильный состав этой группы, поэтому такие бои местного значения, но все равно интересно. Неожиданно проиграла сборная Турции. Румынии на своем поле. Вообще специалисты перед этой игрой, несмотря на то, что у турецкой сборной сейчас довольно какие-то серьезные проблемы после ухода Гуса Хидинга из сборной, ухода такого не очень приятного. Давали этой сборной какое-то время на притирку с новым тренером, но вот это поражение от румынов очень серьезно ударило по амбициям турецкой сборной на выход чемпионата мира 2014 года. Мне кажется, что трудно будет
туркам навязать борьбу. Здесь в этой группе еще и голландцы играют. И, кстати, вот в следующей игре румыны будут играть с голландцами. И если им удастся отнять очки у этой сборной, то тогда уже можно будет говорить о том, что Румыния после долгого перерыва вновь выходит на какие-то лидирующие позиции в европейском футболе. Но если не лидирующие, то во всяком случае на заметные позиции. Отмечу еще один результат отборочных игр. Это разгром ирландцев у себя дома, который учинили немцы. Немецкая сборная обыграла ирландцев со счетом 6-1. Не то чтобы Ирландия великая сборная, но, во-первых, участник все-таки чемпионата Европы последнего, во-вторых, всегда эта сборная играет, особенно в своих стенах, играет боевито, мощно, всегда навязывает борьбу. И то, как немцы расправились с ирландцами, это просто вызывает уважение, с одной стороны, к немцам и недоумение тому, как могли ирландцы позволить вот так с собой расправиться. Очень здорово себя проявили молодые футболисты немецкой сборной. Эта команда обновляется буквально на глазах. Вот с прошедшего чемпионата Европы появляются уже новые игроки, те, которые проявили себя и на Украине, и на Украине, и в Польше. Конечно, впечатляет сборная Германии. Все дело идет к тому, что все-таки немецкая сборная, которая подбирается, ну и так она в финалах играет и чемпионатов мира, и чемпионата Европы, но она подбирается к тому, чтобы, может быть, занять лидирующее положение и, может быть, занять вот то место, которое сейчас Испания занимает. Ну, уж очень здорово выглядят молодые игроки, да и те, кто сейчас уже считаются ветеранами, они тоже еще далеко не ветераны по возрасту. В общем, эта сборная каждый раз, вот, когда ты смотришь на ее игру, производит очень сильное впечатление. Да, бывают такие матчи, как на чемпионате Европы с итальянцами, когда немцы как-то безвольно, я бы даже сказал, просто не нашли возможности навязать борьбу итальянцам тогда в полуфинале. Ну, такое бывает, наверное, со всеми. Тем более со сборными, где играет такое количество молодых футболистов. Ну, вот, наверное, все такие главные события, которые произошли, на которые мы успели обратить наше внимание. Внимательно будем смотреть за предстоящими матчами отборочными чемпионата мира 2014 года. Обязательно встретимся здесь, в студии Вестника Кавказа, и обсудим все самое главное и самое интересное. Пока.